Рад приветствовать всех зрителей и подписчиков канала. Сегодня у нас будет две огромадных здоровых посылки. Первая посылка у нас будет как такая большая, тяжеленькая, не знаю что там, но подписчик написал, что там куча всего непонятного, надо разбираться. Поэтому берем эту огромную коробку. Опа! Тяжелая. 17,5 килограмм вес. Микола Миколайович, село Григорівка. Так, значит, открываем посылочку. Вот. Сейчас будем разбираться. Самому интересно, что там. Подписчик так напугал, сказал, что куча непонятного. Интересно. Вот. С 16 числа посылка в очереди. Да. Ну, вижу уже алюминий. Вижу алюминий. Ага, вот что она такая тяжелая. Потому что тут, наверное, медь. Так, медь, пакет с медью. Но это мы будем в конце видео будем взвешивать. Еще, наверное, еще медь. Так, 2 пакета. Так. Тут, судя по всему, ложки. Алюминий, плата какая-то. Так, все это пока откладываем. Все это откладываем. Так, вентилятор. Вентилятор, чтобы жарко не было. Так, еще что-то. Короче, детали какие-то. Будем смотреть. Еще медь, походу. Ух, блин, тяжелый какой. Или латунь. Скорее всего, латунь по весу. Так. Вот это медь. Коробка. Вот еще кусок латуни. Ой, латуни, алюминия. Так. И еще коробочка. Так, в принципе, все. В принципе, на этом все. Сейчас я с нее сдую. Сдую с нее мусор, чтобы оно на стол не попало. Так. И раскрываем коробочку. Я бы не сказал, что прям много чего непонятного, потому что основное количество в посылке это у нас было цветной металл. Так, тут у нас, короче, мелочевка, плата с телефона, металл какой-то, медь луженая. Это мельхиоровые подстаканники. Ну, мы их проверим, конечно. Может быть, быть и серебряные. Вот. Короче, на проверочку все это дело. Так. Светодиоды металлические, неприемные и импортные. Я их сразу выкидываю, потому что чтобы оно нам не мешало работать. Так. Это какие-то, латунные. Латунька, короче, какая-то. Это у нас лигатура посеребренная. Серебро. Какие-то смотки чего-то с вопросительным знаком. Будем проверять. Еще лигатура. И неприемные транзисторы ГТшки и МПшки. Тоже их выкидываем.
они нам не нужны. Ну и в принципе, что я хочу сказать? В принципе, все. Так. С чего начать? С чего начать? Хотелось бы что-то попроще. Так, забыл тетрадку. Сейчас эту тетрадку возьму. Ручка есть. И мы продолжим. Так, продолжаем, в общем, наше мероприятие. Весы надо сюда, тетрадку сюда. Сразу с телефонами сейчас разберемся. Это у нас дешевый. Это раз, два, три. Это тоже дешевый, не проходит он. Это тоже дешевый. Тоже дешевый. Это хороший. Это... Ну, этот можно в хороший положить. Этот тоже можно в хороший. Этот тоже можно. И этот можно. Короче, взвешиваемся. Так, начнем с самого простого. Вот. 50 грамм. Пишу. 50 гривен есть у нас уже. Вот. И мы продвигаемся дальше. Так. И дешевый телефончик. 36 грамм. 50 грамм это у нас 15 гривен. 10 гривен пишу. Плюс 10. Это дешевые телефончики, короче. Так. Нет такого понятия современный, там старый телефон. Все зависит от количества чипов. Вот как и в старом может быть неподходящее количество, так и в новом может быть. Поэтому это уже такое дело. Вот. Так. Теперь мы, наверное, с серебром. Ну, то есть начнем с простенького, да. Оно подписано у нас магнитное. Так, магнит. Все нормально. Магнитное серебро. 0,3 на пакет. Пишу 28 на 22. Есть. Убираем. Так, идем дальше. Это у нас не магнитное. Вот. Нюансов я никаких не вижу. Все отлично. Можно на магнит еще пройтись. Ничего не липнет. Все отлично пофасовано. 47 я запишу. 47 на 31,5. И осталось на миди. Ну, напишем 40. Напишем 40 на 11. Есть. Вот такой вот пакетик у нас. 440 гривен. Такой вот маленький пакетик серебра на миди. Вот. Так. Теперь с лигатурой разберемся. Ну, это крупная лигатура, как бы медная. Я ее посчитаю по 350 гривен за килограмм. Вот, то есть это у нас получается 7 и 35. 42 гривны. Вот это лигатура. Вот. А вот эту вот мелкую лигатурку мы посчитаем по 450 гривен за килограмм. Мелочевку. То есть у нас получается 45 и 30, да? 75 гривен. Вот эта лигатурка более мелкая. Хорошая, которая. Так, ну, конечно, это не прям мелкая считается, но в принципе проходит. Такая еще проходит. Вот. Так, теперь мы переходим к проверке вот этой, короче, всякого разного изделия. Интересно, конечно, что у нас тут получится. Так, ну вот это у нас серебро. Это 100%. Тут можно даже, это монета была, это ювелирное изделие, колечко. Ну, на камушек сбрасывать не буду, будет бонусом. Вообще обычно, ну, камни все эти вытягивают. Короче, вот это у нас серебро 100%. Мы его на весы кладем. С рюмками мы сейчас разберемся. Но по цвету я так скажу, что скорее всего посеребренка. Цвет покрытия. То есть как бы портить. Вот этот мы портить не будем красивый. И мы вот этот испортим, который грязноватый. Хотя его тоже можно отмыть. Ну а что поделаешь. Так.
и ложечка. Ложечка, скорее всего, серебряная. Да, это у нас тоже серебро. 875 проба. Проба стоит. Это заводское клеймо. И вот такая вот ручка с, скорее всего, ножик был столовый, старый ножик. Сейчас мы ее обработаем поверхность и будем проверять где-нибудь вот здесь. По цвету, цвет какой-то непонятный. Так, зачистили глубоко. Так, все, оно остыло. Ну, остыло за счет того, что большая плоскость и температура быстро спала, распила. Так, проверяем. Ручка у нас не серебряная. Скорее всего, это обычный мельхиор. Вот. Она, в принципе, нигде реакцию не дает. Поэтому мы это откладываем к латуньке вот сюда. Вместе с латунькой взвесим. А по поводу подстака, этих, как они называются, рюмочек. Вот у нас серебро, эта реакция есть на серебро. Реакция на покрытие, да, допустим, серебра, скажем так, предварительно. А сейчас мы зачистим здесь. Ну, придется испортить, что поделаешь. По-другому не знаю, как проверять. Покрытие по-любому надо снять. Все, хороший слой снят. Пусть остынет. Потому что на горячую реактив может свернуться просто и все. То есть надо, чтобы обычная температура была. Все, температура обычная. То есть, как я и в принципе и ожидал, что зря портили, короче. Не серебро это. Вот. То есть, как бы обычная посеребренка. Взвесим как посеребренку вместе с ложками, которые там в пакетике еще есть. А серебро мы сейчас просто взвесим, как бы. Вот, я знаете, наверное, как я сделаю. Я вот так вот оттарю вместе с пакетиком. Все. Это мы туда высыпаем. У нас получается, по какой цене будем считать? Будем считать по цене 33 гривны за грамм, 26,3 грамма. 26,3 умножить на 33. Есть. С этим разобрались. Так, это у нас стоит, ожидает. Это у нас что такое? Надо проверять, правильно? Будем проверять. Что-то мне подсказывает, что это обычная латунь. Да, это у нас латунька. Откладываем к латуньке. Так. Так. Это у нас луженая медь. Посеребренной меди здесь нет. Сейчас покажу сразу. Кстати, часто очень сбрасывают фотографии всякого такого разного. Показываю. Сейчас реакции нигде не будет. Погнали. Желтая. Желтая. Все, я думаю, видно отлично, что нигде никакой реакции нет абсолютно, от слова совсем. Вот. Поэтому как бы это просто медь-лужонка. У посеребренной меди у нее молочный такой ярко-светлый молочный цвет. И хромбик реагирует, становится красным моментально. Так, это мы убираем к медяшке. Фух, в принципе, ничего тут такого тяжелого и нет. Подписчик, он как-то правильно сказать, подписчик сильно преувеличил, скажем так. Что у нас тут? Будем проверять. Как бы оно лежит, вопрос, значит, человеку интересно. А нам тут, как говорится, 2 минуты делов. 2 минуты делов, и все проверено. Так, это много.
это хорошо. Хороший напор. Сейчас мы его поджарим. Так. Так, смотрим. Ну, что я хочу сказать. По цвету вторая пружинка потемнела, а вот вторая как-то не особо. Значит, надо будет отложить. Это надо будет сделать, как говорится, этот анализ. Но это сама по себе темная, она вон почернела. Не знаю. Да, вот она. Аж посинела, скажем так. Это мусор. На магнит не берется. Ну, что-то не может, что-то не хромовое быть. Что угодно может быть. Так, убираем это. А вот эти я еще раз прогрею. Интересно. Хотя, опять же, вот я вот вижу, что вот оттенок такой синеватый от нее. Сейчас, ага, вот так вот сделаем. Не знаю, видно, не видно. Такой синеватый оттенок от нее. Вот, особенно вот в этих вот местах оно как переливается таким. Ну, то есть какой-то... То есть какие-то изменения произошли. Ну, в общем, надо будет анализ сделать. Был бы анализатор, я прям сейчас бы сделал бы анализ. Вот, поэтому как бы, так как нет возможности сделать, поэтому мы это просто отложим. Я к ребятам заеду, они мне сделают анализ, хотя, я думаю, маловероятно. То есть изменения в цвете как бы есть, присутствуют. Так, в общем, откладываем тогда это под вопросом у нас. Вот, то есть как было под вопросом, так и осталось. Так, это нам пока не надо, реактив. Опа, так, что у нас тут? Так, ну вот это латунька. Откидываем к латуньке. Так, импорт. Импортная лигатура. Опять посеребренка, короче. Ну, такая уже более крупная. Мы ее будем... Я ее по 350 гривен за килограмм посчитаю. Вот. То есть это как бы, ну, как это правильно сказать, не совсем интересная. 15 гривен. Так. Что у нас тут еще есть? Чипы. Четырехсторонка, двухсторонка. Самые обычные. Так. 37 пишу на 2,5. Есть. И назад в кулечек будем складывать. Так, вот эту импортную лигатуру, не знаю, напишу 5 гривен. Вообще как бы, ну, смысла нет с нее. Так, ну вот эти платы в коробку откладываю. Вот. Полубочонки импортные все абсолютно. Сейчас их на магнит берутся. Но они импортные. А импортные полубочонки я сейчас один раскушу ради интереса. Посмотрим, что там в нем. Вот. Сейчас я покажу его вблизи, как он выглядит. Вот такое вот он. Надписи там. Маркировка. Так. Ну вот я его раскусил. Ну и он внутри не желтый. То есть это обычная медяшка, скажем так. Просто медяшка и все. Поэтому
Ну, на магнит липнет. Короче, самое главное, ну, не путать импортные с обычными совковыми транзисторами, полубочонками. Так, я их откидываю. Не подходят они. Тут у нас тоже импортные транзисторы, медные. Я их тоже убираю. Они не подходят. Микросхема импортная, обычная. В таком количестве тоже она не подходит. То есть надо хотя бы, я не знаю, грамм 100 хотя бы надо, чтобы был смысл какой-то ее взвешивать. Это личные рекомендации даю. Я за вот это все, что понадкидывал, напишу 10 гривен. Вот, чтобы не просто так выкинул, а как бы так. А здесь у нас, сейчас выберу, вот сюда буду выбирать неприем. Неприем, что это у нас? МПшка неприемная, мини-гирконы, не нужны они нам в таком количестве. Это просто как бы бессмысленное мероприятие. Так, это у нас что? Импортный транзистор. Это у нас тоже что-то импортное. Что у нас еще имеется? Короче, вот что у нас осталось. А это я выбрасываю. Так. Сейчас сразу КМ-ку взвесим зеленую. Зеленые КМ-ки на 46 гривен. Оранжевые КМ-ки на 30 гривен. 46 и 30. 76 и один полевичок. 18 гривен. Есть. Убираем в сторону, чтобы оно нам не мешало. Так, это мы уже посчитали. Это нам не надо. И вот такая вот еще тут дребедень. Набор какой-то был трубчатых конденсаторов. Напишу 5 гривен и выбрасываю. Так. В принципе, на данный момент у нас здесь мы закончили. У нас теперь осталась самая основная стоящая часть посылки. Это цветной металл. Так, сейчас я тогда иду за весами, потому что я их сюда не брал, они мне здесь мешают. Сейчас пауза, и мы продолжаем. Так, в общем, припарковываем весы. Опа. Так, паркуем весы. Включились. Начнем-ка, наверное... Так, это у нас... Начнем-ка мы, наверное, с алюмасика. Алюмас. Так, это медь. Это латунь. Это что тут у нас? Еще какой-то пакет с мелкими деталями. Вот, я его вот здесь положу, чтобы не забыть. Мы его туда уже в конце с ним разберемся. Так, что у нас тут? Мельхиор проверяем, да, везде МНЦ, Мельхиор, МНЦ, короче. Ну, чтобы проб не было, то мало ли, сейчас еще найдем тут. Найдем дорогостоящую ложку. Но, к сожалению, не найдем. Везде МНЦшка. МНЦ, 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 МНЦ и МНЦ. К стаканчикам их всегда. Так, а рукоятку к латуни. Так, медь. Я, наверное, ножиком небольшие надрезы сделаю, чтобы ничего не перепутать. Так, медь. Еще алюминий. Еще медь. Да, это латунь в тяжелом кульке. Еще медь. Еще медь. Все, разобрались, в принципе. И вот эта плата, по-моему, еще тут была у нас. Вот такая платка была. Ну, она как планшетная идет, не знаю. Ну, не совсем прям.
Короче, 15 гривен за эту плату напишу. Я думаю, нормально, в принципе, будет. И подписчику, и мне. Так, 15 есть. И погнали. Алюминия кило 100. Пишем. Кило 100 это у нас 52 гривны. Есть. Кило 100 алюминия. Алюминий прибираем. Так, алюминий убрали. А теперь... Опа, латунька. Сейчас покажу всем, что у нас тут. Вот такая вот, короче, мелочевка. Гача словил. Ну, тут вот вставка металлическая, я ничего сбрасывать не буду, нормально. Мелкую латунь надо проверять. Ну, в принципе, нормально. 6600. Пишем. 6600 на 190. Есть. Не 6600. Вот же еще латунь. Сверху ложим. 7. Плюс 0,4 на 190. Лучше сразу по ходу дела ничего не забывать. Так. Опа. Так, латунька есть. Теперь вот такая медяха, выпалка. Вот выпалка, вот это вот лужонка, короче. Пишем пока 3,8. Пишу 3,8 на 320. Есть. И еще все выпалка, короче. Вот я надрезы сделал. В принципе, нормально. Ну и тут он тоже. Плюс-минус все одинаково. Короче, 6, ну 6200 напишу, потому что куча пакетов. 6,2 умножить на 320. Меди получается четко 10 кило. Как в аптеке, короче. Так. И МНЦшечка. Так. Получается 430 грамм. 0,43 умножить на 600. На 600. Замечательно. Опа. Так. Весы убираем. Так, опять я тут насорился. Насорил немного. И вот такая вот у нас тут беда. Опа, сейчас тут плата лежит с прошлой серии. Мы на нее высыпем. Это у нас, это знаете, как называется? Вот это вот все, что перед вами лежит. Мини-серия про радиодетали. Так, мусор. Короче, я тут где-то видел что-то приемное. Что-то, вот. Вот оно у нас. Вот такое вот 25 гривен, тошка. Все, это у нас тут все тупо срезка. Тупо срезка. Сейчас сразу скажу, что вот такой вот в срезку не катит. Вот такое вот в срезку не катит конденсаторы. Это в мусорку. Это сходу в мусорку. Не раздумывая причем. Вот такие вещи на мусор. Вот такое стекло на мусор. Такие лампочки на мусор. Ну вот. Что это? С дозиметра или нет? Не знаю. Похоже, конечно. Так, ну в принципе все тогда. Вот это на мусорку улетит. А это как, ну как срезка, короче, пойдет. А вот это 25 гривен. Я на тетрадку положу, чтобы записать все это дело.
как бы не сильно тяжелая, да, скажем так, и не сильно легкая посылочка. Вот, от Миколы Миколаевича. Это вторая посылка от Миколы Миколаевича. Помню, что пару месяцев назад уже была от него посылка. Вот. Помню, что-то было. Не помню, что было в посылке, но хорошая тоже посылка была. По-моему, тоже на видео было. Так, есть. Это убираем. Ну, взвесим как срезку, не знаю. На 20 гривен, короче, вот здесь. И вот тут на 25. 45. 45 равно. Первое. Так, ухожу на паузу, подобью, потому что не справлюсь. Вот честно скажу, не справлюсь с подсчетами. Лучше удалюсь и посчитаю наедине. В общем, сумма у нас получается по посылке 8703 гривны. Это у нас по первой. А теперь у нас будет вторая. Я надеюсь, нам этого места хватит. Но это я так уже себе фантазирую, конечно. Будем надеяться, что будет посылка легкая. Сейчас я ее туда принесу, и мы продолжим. Так, в общем, вторая посылочка у нас готова. Нашел я ее. Вот, это у нас от подписчика Александр Сергеевич, місто Долинська. Так. Пенопласт — это серьезно. Так, записка. Вид. Ага. Так, вот это нас интересует. Ваший підписник, дивлюся ваше відео. Мені подобається, що ти більше подобається більше познавательних було б круто. Щоб більше познавательних було круто. Добре, дякую. Ну, зараз така ситуація, що тяжело з познавательними. Тут вот я вот сейчас покажу. Вот 16 ваша с 16 и предыдущего подписчика тоже 16 числа. А сегодня у нас какое? 20 или... Сейчас гляну. Сегодня у нас уже 21, как бы на секундочку. А там еще в очереди посылки. Если я сейчас начну заморачиваться с познавательными видео, то я не смогу распаковки делать. Вот, поэтому, короче, вот такие платы у нас здесь. Коробки. Такая вот срезка в коробке. Короче, сейчас я вот так сделаю. Сейчас будем разбираться. Я подписчику написал, отправляйте все как есть, будем разбираться, потому что много очень было всяких фотографий, и я не осилил, короче. Итак, это у нас свинец. Ну, свинец напоследок оставим. Вот. Короче, будем сейчас разбираться здесь. Посылка, это называется серия мега супер распаковка с радиодеталями, мега переборка, сериал про радиодетали. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, что-то у нас тут летает по пакету. Позиций куча. Чё тут только нету. Да
даже вот такое что-то есть. Какая-то кнопка, короче, которая в срезку пойдет. Так. Очень плохо, что не написано количество и есть пересортица. Потому что для меня это очень тяжело. Очень тяжело. Так, серебро. Так, я надеюсь, больше здесь ничего в пакете нету лишнего. Так, а теперь будем проверять, как подписчик справился. Так, видимое. Ага, есть желтое, 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 желтое. Мне очень радует, что подписчик микросхему все хорошо проверил, короче. Это очень хорошо. Тут, конечно, немного импортнюшечки попадаются. Вот, импортнюшечка вот такая есть, короче. Поэтому я ее буду считать по 3,5 за грамм. Так. На пакет. Пакет огромадина, конечно. Но что мы на пакет сбросим? На пакет мы сбросим, наверное, грамм 5, наверное, на пакет я сброшу. Начнем с вот этого большого пакета, самого такого, от которого хочется в первую очередь. Так, весы видно. 5 грамм, 215 грамм, короче, у нас получается. Микрушечки пишем 215 на 3,5. Есть. Фух. Чипы. Сейчас заглянем одним глазком. Ну, в принципе, нормально. Я думаю, что в принципе, да, есть пару таких, которые, конечно, можно было бы и выбрать отсюда, но я выбирать не буду, так как их мало. Ну и на пакет грамм 115 на 2,5. Нормально, все отлично. Так, это пока откладываем. С мостами надо разобраться. Это проц, это мусор. Сейчас мусор. Вот такие мосты отпаивать не надо. Они пустые, короче. Не, в них что-то там есть, но что-то как-то вообще сейчас никто не хочет с ними связываться. От слова совсем. Говорится, это не моя вина, поэтому все. Вот это дорогие мосты. Это мусор. 12,6. 12,6 умножить на 9. Процики 30 и 2 по 10, короче, 50. О! Так, что у нас тут? Медь, что ли? Медь. Сейчас покажу, в чем прикол. Недавно подписчик присылал контакты, точно такие же один в один, короче, на медной пластине медный огромный контакт. Вот, видно, его пытались раздолбать, короче, тупо медь. Ну, обидно. Ну, там подписчик отпаял их, короче. Он когда это увидел, он был просто в шоке. Контактик какой-то маленький. Так. Меди 200 грамм, короче, пишем плюс 64 гривны. Медяха. Так, это серебро. Что за КМ-ки? Хлясь, магнитные. Так, тоже пока их отложу. Что у нас тут? Белые микросхемы, короче, неприемные.
не прием. И индикаторы импортные с белыми ногами. Короче, это отбрасываем в сторону. Это на весы пойдет окупленная. Оперативку можно сразу взвесить. Оперативку можно взвесить 80 грамм. Это у нас 80 гривен оперативка. Гривна грамм, короче. Так, убираем. Это у нас тоже, ну, такие позиции, просто мелочь под концовку. Так, вот такое вот. Сейчас показываю, кстати. Первый раз в таком виде мне присылают. Я обычно всегда старался, чтобы мне такое не приезжало в таком виде. Сейчас покажу. Не, приезжала уже обрезь. Уже обрезь приезжала. А это у нас не до обрезь, короче. Сейчас показываю. Так, короче. Вот такие контактики. Вот. Зачастую они серебряные. Их надо обрезать. Их надо обрезать. Вот. И они идут как контакты на меди. Они должны быть обрезаны вот так вот прям под корень. Чтобы только контактик и маленькая вокруг него пластинка оставалась. То есть это у нас серебро. Вообще в таком виде оно принимается по 400 гривен килограмм. Не обрезанное. Вот так вот прям на пластинках. Сейчас покажем, что это серебро. Он покраснело первое. Обе покраснели. Сейчас покажу. Это чтобы не ошибиться. Не перепутать с палладиевыми. Так. Показываю. Все он красные. Короче, реакция везде пошла. Так, вот это вот у нас. Поэтому хромбик лучше иметь. Всякое бывает. Так, это у нас 400 гривен килограмм. Такие вот обрезки, короче, с релюшек. Грамм 40, короче, на 16 гривен здесь. 16. Светодиод, скорее всего, весь белый. К сожалению, белый. Сейчас. Да, сейчас рандомно по разным платам покусаю, чтобы не это. Короче, белый. Эти он колышки белые. Возьмем вот эту, да, допустим. Хотя подписчик мог. А, здесь можно и не кусать. Здесь видно прям через этот он. Видно, она белая. Ну, куснем еще вот этот-то возьмем. Так. Тоже белый. Короче, все они у нас, эти светодиоды, белые и неприемные. Выкидываем их. Так. Прищемил палец кусачкой. Так. Это у нас в срезку идет, скорее всего. Сейчас будем посмотрим. Ну да, именно вот такие у нас, ну они у нас не проходят, как в транзисторе, которые по 150 гривен за килограмм. Поэтому это просто срезка. Буду сейчас сюда. А что сюда скидывать? Вот еще пакет какой-то. Так, вот это приемный. Это подороже срезки. Короче, сейчас выберу то, что подороже. Что смогу выбрать, короче. Так, всем видно, что я делаю. Так. Потому что количество есть, надо выбрать. Так, больше ничего интересного нет. Остался чисто мусор. Вот это срезка.
Будем сейчас пробовать взвешивать на этих. Влезет оно, не влезет на весы. Да влезет. Вес видно. Килограмм на 55 гривен, короче, напишу. 55 гривен. Вот этот вот пакет. Супер мега срезка, короче. Так, и вот это по 150 гривен за килограмм. Сейчас посчитаю. Короче, 23 гривны пишу. 23 гривны. Вот это вот чудо. Вот это жмение. Вообще очень не люблю срезку. Вот, поэтому не люблю ее, короче. Одним словом, честно скажу, надеюсь, что ничего в этом плохого нет. Ага, и телефоны. Телефоны. Сейчас мы их, я так понял, они уже сортирнутые. Так. Одна мини-платка куда-то улетела. Так, вот это вот нормальный. Нормальный. Так, сейчас я тогда... Короче, надо с телефонами разобраться. Вообще классно, когда телефоны уже отсортированные. Очень редко кто присылает уже готовые, отсортированные нормальные телефоны. Вот реально. Это всегда для всех была проблемой какой-то. Зато чистые. Ну, есть нюансы, конечно, но ничего страшного. Я на это глаза всегда закрываю. Если есть какие-то небольшие нюансы, я вообще абсолютно нормально к этому отношусь. Главное, чтобы не тупо все рамки и крышки и все это присутствовало на телефонах. Я в таком виде просто принять не смогу. Так, с планшета к дешевым идут. Так, ну пока все пучком. Нормальный телефон. Я, наверное, их буду уже вот так пойду складывать, потому что у меня на весы не влезет. Так, огородить домик этот будем с телефонов. Короче, вот. Интересно, полкилограмма, да, наверное, где-то будет. Так, телефон и чей, скорее всего. Ну, по чипам, в принципе, нормально. Железки проскакивают. Ну, в принципе, это не страшно. Так. Короче, пойдет. Главное, чтобы сейчас напоследок это все не упало. 560 грамм. Отлично. Фух. Вовремя. Зато успел все взвесить. 560 грамм. Сейчас я тогда на паузу поставлю. Мне надо убрать отсюда, потому что у меня уже все разложено. Надо их просто отнести, скинуть в ящик. Сейчас тогда вернусь. Не оттаренная крышка, что ли, была. Ну ничего, ладно, 560 грамм, короче, вот это, за счет вот этого одного 560 грамм будет, короче. Все, сейчас я вернусь тогда и продолжим. Так, в общем, продолжаем наше мероприятие. Я пишу 560 гривен. 560. И вот эти, наверное, аж теперь дешевые телефоны, скорее всего. Да, погнали. Раз, два. Не сильно их тут и много. Мне когда-то подписчик, еще где-то год назад, ну, те телефоны, которые, ну, 5, ну, 6 там и более чипов, как привез мне когда-то
Я не помню даже какой вес был, наверное, килограмм под 60 привез. И вот это мы высыпали, сидели, смотрели, чтобы никаких нюансов не было. Ну, почищены хорошо были, повезло. Если бы не были почищены нормально, это было бы, конечно, пришлось бы это все человеку поперечищать. Так, 256 грамм всего получается. Это у нас на 75, на 80 гривен, короче, напишу. Чуть добавлю сверху. На 80 гривен. Если тогда опять на паузу отнесу эти телефоны. И мы продолжаем дальше. У нас тут вообще совсем чуть-чуть осталось. Так, в общем, продолжаем наше мероприятие. Вот эти плохо, что не посчитаны. Капец, они все вычищены и не посчитаны. Это очень плохо. Я предлагаю поступить иным образом. Сейчас сделаем. Один весит 0,21. 0,21. Это у нас тара. Мы ее оттариваем. И высыпаем назад. Тут я взвешивал без ножек, но тут есть и ножки. Но тут еще есть пару с пластиком. Вот, поэтому я думаю, что в плюс и в минус у нас вес будет ровный. За счет того, что там и ножки есть, и пластиковых есть несколько штук. У нас получается 16,82. 16,82. То есть нам надо будет 16,82 разделить на 0,21. Мы это потом сделаем, пока убираем это в сторону. Сделаем так, потому что считать вот эту мелочевку у меня реально уже сил нет. Так, что это у нас? SP5 16, полваттник, 7 гривен. Так, пишу 7. Что у нас тут? Так, ушастая, а это какие-то импортные, какие-то непонятные микросхемы. Сейчас мы их куснем. Желтая, но не совдеп. Совдеповскую 8, а вот эти по 5. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, короче. 65 и 8, 73. Полубочка. Сейчас надо проверить, чтобы не было не той, что надо. Так. Вот эти нормальные. Вот это под вопросом. Сейчас на магнит. Ну, чем-то... Нормально все. Так. С полубочкой, конечно, тяжело, потому что она вся одинакового цвета. Вот. Но в принципе вся та, что надо. По маркировкам смотрю, что нормально. Так. Ну и ноги скусаны, нормально, короче, все. Так. На пакетик грамм уйдет. Сорок 46, короче, пусть будет. Так, 46. 46. Это у нас 240. 46, 240 и 36. 240 и 36, короче. Так. У нас остались вот эти. И вот это, конечно, КМ-ка бескорпусная. Это, конечно, та еще история.
Сейчас все расскажу и покажу. Так. Вся магнитная. А вот это не магнитная, импортная КМ-ка, короче. Что хочу сказать про КМ-ки, про импортные. Импортные КМ-ки магнитные по 3 гривны грамм, а не магнитные импортные по 8 гривен грамм. Все, вот так вот. Что я хотел сказать по поводу этого всего дела. Теперь надо это все с магнита отсюда убрать. Мелочевку эту. Капец какой-то. Ужас просто. Это мелочь. Так. Так, вроде все. Что у нас получается? Тут я совсем немножко. Сейчас вообще на какие-то копейки получится. 10 грамм минус грамм пакет. 9 грамм на 3 гривны. На 27 гривен всего лишь, короче. Я тут пишу 27. И вот это вот остается, та, которая подороже. Вот у нас тут есть пакетик с знаком вопрос. Я ее сейчас сюда аккуратно засыплю. Тоже тут что-то сейчас получится. Ну, тут ее еще меньше. Тут 1,5 грамма. На 12 гривен. На 12 гривен. Так, это мы убираем. Серебро. Вот это окукленная КМ-ка. Тут тоже надо проверять ее, конечно. Тут не все так просто. Так, ну вот эту сразу можно ликвидировать. Так, это не КМ-ка. И тут куча всякого разнобойчика, короче. Ну, в принципе, как в окукленную пойдет, потому что ее тут не сильно много. Но есть тут попадаются такие, я вот смотрю, может они даже и не КМ-ки быть. Вот такие вот. Сейчас покажу. Если кто знает, что это. Но это точно не КМ-ки. Вот. Так, короче, полграмма на вот те неприемные и полграмма на пакет пусть будет. Короче, грамм сейчас отниму. — 7,4 будет. Пишу 7,4 на 12. 7,4 на 12. Есть. Что у нас по серебру? На магнит липнет, но я не уверен, что здесь прям все магнитное, поэтому сейчас будем проверять. Тут и на меди есть. Короче, подписчик решил мне увеличить мне объем работы. Ну, в принципе, то, что я и хотел доказать. Вот это у нас не магнитная. Магнитного 9,25. 9,3 пишу. 9,3 на 22. Что это у нас тут за ребята такие? Проверять надо. Нормально.
Вот это магнит, ой, это на меди. Вообще грамулька тут 0,18. На пару гривен всего. 2 гривны, так надо запомнить. Запоминаем 2 гривны и переходим к немагнитному. Так, и пакетик надо какой-то поднайти. О, есть тут прям под рукой. Одинаковый пакетик, прям такой, как был предыдущий. Так. О, тут уже прицел получше. Один только просыпался. Так. 25,2. 25,2 умножить на 31,5 плюс 2 гривны за те контакты на меди. Так, и еще. Что у нас еще? А, блин, КМ-ка. КМ-ка. Так. Нашел упавшую КМ-ку. Так. А, 3,4 и 2,6. Так. 3,4 умножить на 48 плюс 2,6 умножить на 38. И остаются транзисторы. Я, наверное, в большой пакет пересыплю, потому что в маленький пакет вот это сейчас все сыпаться начнет. А тут гоп, и все суперски. Так, это нам не надо, короче, весы. Так, погнали с транзюками разберемся. Так, импорт Тесла сюда. Это нормальный 630. Это тоже нормальная микруха. Это у нас микруха. Импорт. Ну, это нормальная, короче, аналоговая микросхема. 86 год, скорее всего, это то, что надо. Вот. Она и по цвету вообще идентичная, как эти. Я ее сюда подкину. Так, 630. 630. Импортный. Короче, 2 импортных, 3 нормальных микросхемы, 3 нормальных 630 и полевик. Значит, пишем. Этих 3 это 90. Этих 3 это 120. И этих 2 это 24. Этих у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12 штук. 12 на 18. Так, и последний рывок. Куча непонятных вперемешку белых транзисторов. Всякой чепухи. Такое ощущение, что подписчик готовил куда-то это отправлять, чтобы кто-то ему сделал афинаж. Но я так скажу, очень давно сталкивался и по поводу афинажа. Тоже так давно, когда-то еще. Я там кому-то, не помню, уже отправлял. И знакомые там отправляли заафинажить чисто кому-то там, ради интереса. Да. Интернета ж нет, это ж все. Ну, многие ж как бы многие не знали, не знают, или, ну, то есть все разные есть ситуации по поводу того, что куда бы это все нормально сдать. И вот так вот кому-то на афинаж отправляют, но не в обиду никому, очень мало очень маленькая вероятность, что кто-то вам честно это сделает. Вот. Потому что даже, ну, то есть все это есть, все эти цифры, там, допустим, среднестатистическая на ютубе, да, там, кто занимается сам, они, в принципе, правдивые цифры дают, там, допустим, со 100 штук полевиков такой-то там выход, да. То есть, если человек отправляет на, как это правильно сказать, на доверие отправляет кому-то, чтобы ему сделали
химическую реакцию провели и добыли для человека золото. Он там отсылает 100 полевиков, а получается намного дешевле, чем бы он бы эти полевики просто сдал бы, причем существенно, поэтому это надо учитывать. Но это не в обиду никому, есть честные люди, которые честно все это делают и берут небольшой процент, но таких единицы, я таких людей не знаю, но я знаю, что такие есть. И таких людей единицы. Так, белые полевички, а это импортные раскусанные, короче, дешевые. Так. Ну, мне так что-то показалось, что человек, может, готовил, хотел либо сам это сделать, либо кому-то отправить. Так все покусано, подготовлено, короче. Не полностью, но подготовлено. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь. 9 импортных, 10. 10 импортных больших белых, не 10, 11, 11 транзисторов. Короче, это у нас получается 55 гривен. Я их по пятерке считаю, потому что это, считаю, что это просто мусор, скажем так. И остаются у нас, блин, еще один нашел. Ладно, 5 гривен еще добавим. Тут, кстати, есть импортные, попадаются импортные полевики белые в перемешку с нормальными, короче. Их надо считать. Так. Раз. Так, видно камера, да. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Что тут на шапке, кстати, написано? 26, 27. Да, это импорт. 27, 28. Ну, и обычные советские тоже есть. 30, короче. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Не любители экзотики вот такой. Так, пишу 5 за то и по 7 гривен я их туда посчитаю. 350 и 35. Ну и в принципе все. Тут у нас будет общая сумма. Ну, тяжеленькая, конечно, посылка. Видео будет длинное. Так, а еще один тут остался в пакете. Да. Плюс 7 вот сюда напишем. Так. Сейчас тогда быстренько подобьем, и можно будет уже начинать готовить видео для выхода в свет. Так, тогда пауза, сейчас продолжим. Так, в общем, по общей сумме у нас получается 4730 гривен, вторая посылка. Сейчас я поближе подведу, чтобы тех, кто на ошибки любители проверять. Так, вот эти цифры, чтобы были видны. И вот эти, короче, вот все. Так, чтобы, может, кто захочет пересчитать, тогда, пожалуйста, пересчитывайте. Вот, чтобы было видно, можно было на паузу поставить и просчитать. Так, в общем, огромное всем спасибо, что смотрели ежедневный выпуск сериала. Как это правильно сказать? Нет, сейчас по-другому. Спасибо огромное всем, что смотрели ежедневный выпуск из серии, короче, сериал про радиодетали «Металлолом», супер-мега распаковки, обзоры, обучение, консультации, короче, все вот эти моменты. Короче, всем спасибо, что смотрите. Видео получилось очень длинное, больше часа. Огромное всем спасибо, кто досмотрел хотя бы половину. Вот. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Короче,
забыл, очень сильно завтыкал по поводу вот этого вот. И полкилограмма свинца еще было. В общем, у нас получается 665, 600, 600, сейчас 665, 695, 5395 у нас общая сумма получается. Чуть не забыл за вот это вот. Это я уже в процессе монтировки видео вот за вот это вот увидел и побежал, решил доснять, потому что было бы не очень красиво, если бы я, допустим, там вставку какую-то сделали, еще что лучше я уже так сниму, так будет лучше. В общем, всем спасибо, что смотрели видео, всем хороших просмотров на YouTube и всем пока.